Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня расскажу вам о том, как я решил сделать в своем гараже, вернее поменять печку. Вот у меня стояла такая буржуйка металлическая, у нее треснул колосник чугунный, и я решил полностью переделать печь и сделать ее кирпичную. Вот начало положено, первый ряд готов на металлическом листе. Дальше я вам покажу, как я делаю дальше. Итак, положен первый ряд, прикинут, как будет лежать первый колосник, установлена поддувальная, не поддувальная, как это сказать, выгребная, да? Забыл, какие названия. Дверка, зольная дверца. Вот, она притянута проволокой, обтянута асбестовым шнуром. Вот, оно все установится там, ровненько будет. Вот, в принципе, дело немножко пошло. Устанавливаются границы печки уже. Все должно быть красиво. Вот, выложил уже я 4-й ряд. 4 ряда готово. Дверка замурована. Очень хорошо открывается, закрывается. Все, класс. Значит, колосники уложены. Пошла уже 4-го ряда глина. 3 ряда было с цементом, 4-й ряд глина пошла. Глина покупная, аршанская. Не аршанская, вернее, а обольская. Очень хорошая глина. Вот, специально для кладки печей, каминов, по ГОСТу. В общем, продолжаем кладку печки. Итак, положил половину 6-го ряда. Сейчас будет закрепляться еще 7-й ряд и будет закрепляться верхние концы проволоки, верхняя проволока дверки топочной. И будет уже печка вид красивый иметь. Хочу сделать небольшой изгиб, чтобы было не напрямую шло. А вот у меня труба получается перед передним краем. Вот она труба. И поэтому я хочу сделать так, чтобы такой завороток сделать сзади, вот так вот был кривой и туда. То есть не напрямую пламя шло, а вот так сбоку как бы получается. Типа коленце такое сделать. Ну, все буду делать в ходе. Посмотрим, как будет получаться. Все будем делать в ходе, в процессе, короче. Начал 8-й ряд. Вывел такую пластинку, чтобы на нее что-нибудь вешать, сушиться. Железную такую. Значит, все идет ровненько. Пока идет все классно. Делаю все на глаз. Честно говоря, не стал делать через уровень. Один раз снизу померил. Диагонали ровные, 110 сантиметров по диагонали. Все, значит, дальше повел на глаз, потому что печка высотой будет небольшая. И я решил сделать ее, ну, как бы без обмера на глаз. Уровни проверяю иногда. Идет ровненько. Все. Вот снова я вернулся к своей печке. Итак, я сделал 8 рядов. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Сейчас я буду закрывать со стороны топочной дверцы вверх. И буду в конце печки, вот в этом месте, вот тут вот, буду делать канал, который из этого канала будет выходить в колпак, в верхний колпак, дым. Делать это буду с помощью уголков. В принципе, смотрим дальше. Ну вот так вот я делаю 9-й ряд с помощью уголков. Первый справа вот я уже сделал, вот правую сторону. А это положил просто так кирпичики. Вот тут у нас будет выход дыма. И наверху, вот куда я показываю, прямо вот на этом месте будет у нас колпак. Из этого колпака будет выходить трубу. Получается, я думаю, что, на мой взгляд, так будет тяга хорошая. Ну, посмотрим все. Делаю по наитию. Закончил 9-й ряд. Вот у меня выход дымовых газов. И сейчас сверху, справа, вот тут, где лежит кияночка, в этом месте будет у меня камера, колпак.
Сейчас я буду тут делать его. Сделаю, где вот кияночка лежит. В этом месте сделаю, наверное, еще дверцу для выгребания сажи. Ну, на всякий случай. Пускай будет. Положил я 10-й ряд. Установил дверку на проволочке. Вот у нас вырисовывается канал уже. Вот колпачок вырисовывается уже. Ну, будем дальше делать. Положено 12 рядов. Сейчас я решил перекрывать верх и под трубу выводить уже вот воздуховод, дымоход, вернее. Дымоход выводить под трубу. Получается у нас перекрытие. Вот этот верхний колпак получился у меня. Вот он. И пойдет на выход наверх. Перекрывать буду тоже с помощью уголков. Итак, дорогие друзья, положен 13 рядов. Сделан выход на дымоход. Вот уже какая печечка получается. Я уже говорил об этом в начале, что все кирпичи кривые, старого образца, наверное, 50-х годов. Я не стал их обтесывать. Я ложил так, как получалось. Клал. Поэтому вот что получилось. В принципе, тут не была задумка, чтобы было все красиво. Главное, чтобы было функционально. Поэтому, на мой взгляд, печка должна быть получиться хорошая. Она с колпачком получилась, с колпаком. Вот. Глина хорошая, обольская. Вот. Грибной. Ну, буду сейчас мострячить выход на трубу. И все, и можно будет поджечь. Так, дорогие друзья, наконец-то я сделал печку. Вот она готова. Труба заправлена внутрь. Примерно наполовину вот этой трубы кирпичной, что вы видите, наполовину заправлена. Установлены там металлические пластины, чтобы она не соскочила никуда. Очень надежно, крепко, как засохнет, будет все отлично. Попытаюсь сейчас я запихнуть бумажки и запалить бумажки. Посмотрим, как выходит дым. Запалили печечку, закрываем, открываем юшечку немножечко и пойдем смотреть. Пойдем смотреть. Пойдем смотреть. О, ура! Горит. Горит. Отлично. Видите, дымок идет. Внутри дым не идет. Тут отлично тянет. Тяга супер. Значит, я все правильно рассчитал и сделал. Ура! Все, дымок видно, он идет. Класс.